Представьте, что бабулька Божий одуванчик из вашего двора оказалась жестоким убийцей. Получилось? А кому-то и представлять не пришлось. Самые пожилые маньяки, именно о них мы расскажем вам в этом видео. А в конце ролика вы узнаете историю женщины, которая на протяжении многих лет убивала мужчин чужими руками. Приятного просмотра! 14 лет жители города Хабаровск в России жили в страхе. Здесь орудовал маньяк, жертвами которого становились и дети, и взрослые. Никто и предположить не мог, что убийство совершает с виду безобидная пожилая женщина. В 1939 году родилась Софья Жукова. Девочка фактически не получила образования, зато всю жизнь не гнушалась тяжелой работы. И даже в старости отличалась необычайной силой. В молодости Софья вышла замуж, но супруг в 2005 году скончался, после чего Жукова озлобилась, стала раздражительной и резкой. Особенно ей досаждали детские игры и крики. Пару раз соседи слышали, как баба Соня выглядывала из квартиры и кричала детям, что поотрубает им головы и руки, если они не прекратят шуметь. Декабрьским днем 2005 года 8-летняя Настя не вернулась из школы. Последний раз ее видела подруга-одноклассница. Девочки вместе дошли до дома, распрощались. Настя забежала в свой подъезд. Но до квартиры так и не дошла. Надежда найти малышку живой рухнула через пару недель. Тогда хабаровчанин нашел на свалке пакет с мясом. Взял его своим собакам и только дома понял, что привез останки человека. Софью не арестовали. Тогда не удалось доказать ее причастность к произошедшему. Через 8 лет Жукова вновь привлекла внимание оперативников. На этот раз ее допрашивали на предмет пропажи 77-летней гражданки Михеевой. Та попросила Софью приютить ее на пару недель. Но почти сразу же после приезда пропала. Полиция нашла следы крови в квартире Жуковой. Но пенсионерке снова удалось выкрутиться. Она придумала убедительную историю. В пылу ссоры у Михеевой подскочило давление и пошла кровь из носа. Вот и появились пятна на полу. А потом подруга уехала, и что было дальше, Софья не знает. Третье и последнее убийство старуха совершила в начале 2019 года. Теперь жертвой стал не беззащитный ребенок и не слабая пенсионерка, а 62-летний мужчина, дворник Василий. Он попросился квартирантом к Жуковой и почти сразу же после заселения в одну из комнат пропал. О том, что дворник проживает у пенсионерки, знали все, поэтому она стала главной подозреваемой. Соседи снизу рассказали оперативникам, что несколько ночей подряд просыпались от глухих, но сильных ударов, как будто что-то рубили. Было слышно, как Жукова моет полы, а утром ее заметили несущие к мусорным контейнерам увесистые пакеты. Когда дети нашли у теплотрассы останки дворника, подозрения усилились. В ходе обыска у Жуковой обнаружили топор со следами крови убитого мужчины. Сначала старуха наотрез отрицала свою причастность к произошедшему, но вскоре все же признала вину. Психиатры подтвердили, пенсионерка была в рассудке и четко понимала, что делает. В 2020 году Жукова заразилась ковидом и умерла, не дождавшись суда. И ее признали виновной в 3 жестоких убийствах посмертно. Одна очаровательная пожилая женщина увлекалась кулинарией и мышьяком. Вот только иногда эти два интереса сходились в одной точке, и тогда кто-то умирал. В 1905 году в многодетной семье фермеров родилась девочка, которую назвали Нэнни Дос. В 16 лет малышку выдали замуж за малоизвестного ей Чарли Брекса. Девушка не была в него влюблена, но тем не менее прожила с мужчиной в браке долгих 7 лет, родив при этом 4 детей. В 1927 году 2 из них умерли. При этом они ничем не болели. Но это обстоятельство никого не насторожило. Кроме Чарли, понимающего, что в семье что-то не так. Он развелся с Нэнни, забрал с собой старшую дочку Мелвину и уехал в другой город. Следующий брак женщины продлился целых 16 лет. Фрэнк Харрельсон, новый супруг Нэнни, был обузой для нее. Много выпивал и почти не работал.
Время от времени старшая дочь Мелвина заезжала в гости к маме. Девушка вышла замуж, и у нее уже подрастали двое очаровательных малышей. Однажды дочке нужно было уехать, и она попросила мать посидеть с детьми. Та согласилась и отравила их. Но и в этот раз почему-то никого не заинтересовали внезапные смерти здоровых малышек. А вскоре после этого, в 1945 году, пришел черед Фрэнка. Нэнни насыпала ему в спиртное яд. Все выпил и отправился в мир иной. Смерть алкаша тем более никого не удивила. Напротив, люди выражали убитой горем Нэнни сочувствие, ведь за короткое время она потеряла и внуков, и мужа. Предполагается, что за следующие 10 лет Дос убила 3 своих мужей, собственную мать, одну из своих свекровей, 2 сестер, внука и племянника. Женщину поймали только в 1954 году. Она легко созналась в совершенных преступлениях, не высказала никаких следов раскаяния, кокетничала и шутила с журналистами. А когда Нэнси расспрашивали о причинах убийств, говорила, что всему виной супружеская скука. Нэнни Дос была приговорена к пожизненному сроку и умерла в тюрьме в 1964 году. Ей было 59 лет. «Граждане судьи, отпустите меня! Я больше так не буду!» – отчаянно закричал пенсионер в спину судьям, которые выходили из зала, чтобы решить его судьбу. Виктор Фокин был уверен, что не сделал ничего плохого, ведь он убивал исключительно плохих, негодных женщин. Жизнь мужчины была совершенно обычной. Родился он в небольшом городке, закончил школу, устроился на завод, женился, вырастил дочь. Пожалуй, единственным отличием Виктора от других мужчин было то, что он пережил свою супругу. Обычно мужья умирают раньше жен. Была у Виктора и еще одна особенность. Он очень любил секс. Буквально жить без него не мог. А вот женщины 53-летнего вдовца обходили стороной. Никто не спешил подобрать и обогреть неопрятного, глухого на одно ухо и обожающего выпить пожилого мужика. Спросом Фокин пользовался только у алкоголичек, проституток и бездомных. Впрочем, Виктора все устраивало. Ему было безразлично, как выглядит любовница. И, быть может, он так и не стал бы маньяком, если бы его не подвело здоровье. В начале 90-х Фокин из полового гиганта, каким он себя считал, превратился в импотента. Сначала мужчина сильно переживал, пытался лечиться, а потом почти случайно обнаружил, что получать удовольствие можно другим способом. Свою первую жертву, 35-летнюю проститутку, 61-летний Фокин встретил на привокзальной площади и пригласил к себе домой. Выпить и закусить. Потом, конечно, позвал в кровать. И в очередной раз убедился, что отныне может только сочинять истории про постельные подвиги. Это привело Виктора в ярость, и он выплеснул ее на женщину. Забил палкой, напав со спины. Кромсая труп, Фокин испытал ни с чем не сравнимое удовольствие и продолжил убивать. Действовал он по одной и той же схеме. Искал на вокзале легкодоступных девушек, приводил домой и нападал. Одних душил, других топил в ванной или забивал ножом. Внутренности Виктор спускал в канализацию. Оставшиеся части тел выбрасывал в мусорный бак. Задержали Фокина только в 2000 году. К тому моменту он убил 9 женщин. Пропавших никто не искал. Фокин специально спрашивал новых знакомых, есть ли у них родственники или друзья, и выбирал одиноких. Психиатры диагностировали у деда-потрошителя некросадизм – отклонение, при котором сексуальное удовольствие человек получает, уродуя тела. Виктор скончался в исправительно-трудовой колонии спустя 2 года после того, как ему вынесли приговор. В промежутке между 1939 и 1940 годами итальянка Леонарда Чианчулли расправилась с 3 женщинами, превратив их в мыло и кексы. Убийца надеялась, что таким способом сможет разрушить семейное проклятие, в которое она крепко верила. Леонарда родилась в 1894 году в Монтелле, Италия. Всю жизнь она была очень суеверна, и это, пожалуй, все, что мы знаем о ее детстве и юности. В 23 года
Леонардо вышла замуж за клерка. Ее семья была против этого брака, и, по слухам, настолько сильно, что мать девушки в сердцах прокляла молодую пару. Ситуацию усугубило то, что Леонардо сходила к гадалке, и та предсказала ей замужество и детей, которые, по словам провидицы, рано умрут. По ужасному совпадению, девушку и ее мужа действительно повсюду стали преследовать несчастья. Чанчули перенесла множество выкидышей и потеряла многих своих детей во младенчестве. Они скончались от разных заболеваний. Чтобы защитить тех детей, что выжили, женщина обратилась к оккультным наукам. Леонардо верила, что если обратиться к черной магии, ей удастся защитить свою семью. В 1939 году она узнала, что ее старший сын Джузеппе должен присоединиться к итальянской армии в рамках подготовки ко Второй мировой войне. Она вбила себе в голову, что для того, чтобы он не умер, требуется принести несколько жертв, задобрить злые силы. Выбор пал на соседок. К слову, среди соседей Леонардо была известна как приличная дама и любящая мать. Никаких подозрений ни у кого никогда не вызывала. С 3 девушками она расправилась одинаково. Убила топором, разрезала тело на части, приготовив из него мыло, а из крови сделала печенье. Когда полиция задержала Леонарду, женщина до последнего отрицала причастность к убийствам, пока следователи не стали намекать ей, что тогда подозрение падет на сына. Чанчули призналась во всех преступлениях, чтобы оградить своего ребенка от любых допросов. В 1946 году она предстала перед судом. Женщина совершенно не раскаивалась в произошедшем. Леонардо верила, что спасала своих детей. Чанчули приговорили к 30 годам лишения свободы в тюрьме и еще к 3 в лечебнице для душевно больных преступников. Она скончалась от сердечного приступа в возрасте 76 лет. Насильник Восточного региона, убийца из Золотого Штата, Визальский вымогатель, гиена. Это все прозвища, которыми пресса в разных странах окрестила одного и того же человека, на счету которого более 50 изнасилований и не менее 13 убийств. С 1976 года Джозеф де Анджело держал в страхе окрестности Сакраменто. Он был дерзок, неуловим и совершенно очевидно безумно хитер. Калифорнийский убийца всегда был тщателен в выборе места и способа преступления. Действовал в нескольких городах и почти не оставлял улик. У полиции так и не появилось его отпечатков пальцев. Сыщики плохо представляли его внешний вид, а оставленные на месте преступления образцы ДНК были бесполезны в те времена в деле поимки преступника. И лишь спустя 4 десятилетия удалось разрешить одну из самых известных криминальных загадок в новейшей истории США. Попался Джозеф де Анджело на редкость нелепо, если верить официальной версии. Кто-то из его родственников решил проверить генеалогическое древо и загрузил на сайт GetMatch свои ДНК-данные, что дало возможность криминалисту Полу Хоулсу выйти на убийцу. На сегодняшний момент, после безуспешных попыток изобразить деменцию в суде, 74-летний маньяк находится в тюрьме и ждет приговор. Скорее всего, его ожидает смертная казнь. Словосочетание «самый старый серийный убийца в истории» вызывает ассоциации с неряшливым дедом-каннибалом. Но реальность такова, что это 90-летняя бабушка-одуванчик, помогавшая односельчанкам с их семейными проблемами. Анна Ди Пиштонья известна как банатская ведьма, но в родном сербском селе ее звали просто Баба Ануйка. Местечковым ангелом смерти она стала не сразу. До 20 лет она была довольно милой и приятной барышней. Получила хорошее образование, перебралась на границу с Османской империей. Недостатка в вояках там не было, и молодая Анна влюбилась в одного из них. Австро-венгерский офицер вскружил ей голову, заразил сифилисом, а затем отбыл героически сражаться с османами. Девушка не сразу осознала, что ее обманули, ведь никакой войны с Турцией в то время не шло. А когда поняла, возненавидела всех мужчин. Уже позже, примерно в 40 лет, женщина решила заняться тем, к чему у нее всегда лежала душа – травничеством и медициной. Она была талантливой самоучкой, да еще и с отличной коммерческой жилкой. И новое ремесло помогло ей разбогатеть.
Баба Ануйка сколотила состояние на изобретенном ей болезном зелье. Солдаты и офицеры, которые хотели уйти в увольнительную или вовсе откосить от армии, брали у нее чай, от которого становились нездоровыми и чахлыми. После чего благополучно проваливали медицинский осмотр. Однако со временем военный контингент становился все меньше, а слухи о том, что некоторые клиенты навсегда подорвали свое здоровье, а кто-то, возможно, и погиб, были плохой рекламой. Тогда Анна поменяла свою клиентуру. С помощью помощницы женщина распространила среди селянок слухи о волшебной воде. И вскоре к банатской ведьме пошли вереницы несчастных женщин. Они приходили под покровом ночи и рассказывали о семейных проблемах, после чего просили о помощи. Бабушка давала им зелье, и несмотря на то, что оно называлось любовным, в его составе был сильнейший яд. Просьбы у женщин были похожи. Муж пьяница, муж изменник, муж злодей и любитель поколотить суженую. Выслушав проблему, баба Ануйка спрашивала только одно – насколько весома эта проблема. И женщина называла вес своего супруга, после чего бабуля давала зелье нужного объема и концентрации. Таким образом, в округе умерло до 150 плохих мужей. Но жены, конечно же, утверждали, что не знали о яде. Они думали, что это ведьма убивает колдовством, высасывая душу через соломинку с помощью своего фамильяра. Следствие не поверило в эту версию и приговорило как минимум 2 женщин к пожизненному сроку, а вот саму бабку осудили лишь на 8 лет за изготовление ядов. Она успешно отсидела в тюрьме, вернулась в родной дом, где прожила до 100 лет. По местной легенде, она скончалась ровно в свой день рождения, как и гласил договор с дьяволом. На этом у нас все. Спасибо за просмотр, всем пока!